Всем огромный привет! Сегодня поговорим о перевалке фиалок. В каком случае подходит именно перевалка без нарушения корневой, а не полная пересадка фиалки. Смотрите, когда фиалка оплела корнями земляной ком, вот показываю поближе, и если эти корни светлые, здоровые, в таком случае просто незачем нарушать корневую. И мы даем фиалке объем побольше, выбираем горшочек побольше и просто по периметру обсыпаем субстратом. Повторюсь, это если с фиалкой нет никаких проблем. Поэтому внимательно осмотрите фиалку перед пересадкой, в каком она состоянии. Далее мы выбираем горшочек подходящий. У меня это такие вот одноразовые кофейные чашки. Мне нравится в них выращивать фиалочки как и на верхнем поливе, так и на фитильном поливе. Подходящий размер я вставляю в чашку, и получается как поддон. Если на верхнем поливе фиалки, то ничего не пачкается. Очень удобно. Насыпаем на дно немного субстрата. У меня это Классман с перлитом. И обычно я просто вынимаю фиалку из стакана, вставляю сразу ее в горшочек и обсыпаю субстратом. Но если вы только начали выращивать фиалочки, так как новых людей больше становится на канале, вопросы чаще такого плана возникают, поэтому наглядно показываю, как идеально и быстро сделать перевалку. Значит, на дно стакана мы насыпали, на дно горшочка немножко субстрата. И теперь берем емкость, в которой фиалочка сидела. У меня в данном случае такой вот 100-граммовый стаканчик. Вставляем вот так стакан в горшок. И начинаем по периметру вот так обсыпать торфом этот стакан. Повторюсь, такой метод будет подходящий для новичков больше. Субстрат должен быть не мокрый, но и не сухой, в меру влажный. Все это делается очень быстро, очень просто. Вот таким образом. Смотрите, получилась у нас готовая лунка. Убрали мы стакан. И вот что у нас получилось. Для тех, кто только начинает выращивать фиалки, такой вариант более подходящий и менее травматичный для фиалки, так как вам остается только вставить розетку в готовое вот это отверстие и присыпать сверху грунтом, так как не нужно крутить, вертеть эту фиалку, приподнимать листву, а сразу мы просто ее вот так вот устанавливаем в эту луночку без повреждения листовой массы. Если вы делаете это впервые, такой вариант более удобен и менее травматичен для фиалки. Так, сверху можно немного убрать
грунт, так как могут быть какие-нибудь солевые отложения. Все это мы убираем. А так корневая у нас, смотрите, не нарушается. И мы просто вставляем фиалочку вот в готовое отверстие. И присыпаем сверху субстратом. Сажаем вровень с бортиком горшка, не ниже. Если сильно заглубить фиалку, во-первых, точка роста может замокнуть при поливе, во-вторых, листва не будет раскладываться ровно, так как тарелочка, да? То есть она будет упираться в бортик и постоянно расти вверх. Ей некуда будет распрямить всю свою листву. Поэтому сажаем вровень с горшком. И вот так вот по кругу обсыпаем субстратом. Вот что у нас получилось. Далее, это хорошо освещенное место должно быть. И, конечно же, своевременный полив чистой водой. Первое время без удобрений. Корневая адаптируется, расправится в новом горшочке, в новом грунте. Расправятся все корешочки. И буквально через пару недель фиалочка тронется в рост. Вы это заметите, как активно начнет развиваться серединка. Она у меня будет расти на верхнем поливе, поэтому немного ее поливаем. И все готово. Вот такая вот розеточка. Не бойтесь пересаживать фиалочки. Своевременно давать им новый объем, горшочек побольше. В таком случае фиалочка будет активно развиваться, цвести. Если постоянно ее выращивать в маленьком объеме, в маленьком стаканчике, очень быстро она съедает весь этот грунт. Потом идет торможение в росте, и очень долго фиалка потом приходит, так сказать, в себя после уже пересадки. Поэтому вовремя давайте объем побольше, вовремя пересаживайте, и фиалочка порадует вас своим цветением. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. И до новых встреч. Всем пока!